Однако чукчи – самый богатый народ на планете. Каждый день едят мясо, рыбу, одеваются в натуральные меха. Народная мудрость про чукчи. Тут и не поспоришь, правда? Чукчи действительно по нашим меркам живут неплохо. Это весьма загадочный для нас народ. Большую часть их жизни мы знаем из советских анекдотов про чукчу. Но, как оказалось, в реальной жизни и истории наивные чукчи были не такими милыми и доверчивыми людьми, а весьма серьезными и грозными воинами, которые наводили страх на многие народы того времени. Вот как раз об этом я и хотел бы вам сегодня рассказать. Вообще чукчи – малочисленный коренной народ крайнего северо-востока Азии. Они разбросаны на огромной территории от Берингового моря до реки Индигирки и от Северного Ледовитого океана до рек Анадыря и Ануя. В конце прошлого года на Чукотке прошла перепись населения на труднодоступных территориях, а это значительная часть региона. Переписали порядка 29 тысяч с половиной человек. Это почти 90% населения. Единственный район с абсолютным большинством чукчи – Чукотский автономный округ. Вы, конечно, слышали, что чукчи народ очень тихий, миролюбивый. Сейчас это действительно так. Но были времена, когда они были искусными, беспощадными воинами. Держали в страхе другие северные народы, забирали в рабство побежденных. Чукчи регулярно нападали на соседние народы и на русские заставы. Каждого убитого врага чукотские воины отмечали точкой на тыльной стороне предплечья. У лучших воинов татуировки превращались в линию от запястья до локтя и дальше. Вооружены чукотские воины были копьями, пальмами, но это что-то среднее между коротким копьем и длинным наконечником и мечом на длинной рукояти. Также были луки с отравленными стрелами. Имелись доспехи из толстой кожи, костяных пластин, а позже из железных. А бубны чукчи обтягивали человеческой кожей, что тоже вызывало ужас у других народов. Известно, что представители коренных народов Чукотки нередко переплывали Берингов пролив, чтобы попасть к эскимосам. Это делалось с двумя целями. Первая, конечно же, торговля. Интересно, что чукчи и эскимосы слабо доверяли друг другу, поэтому импровизированный рынок мог очень быстро превратиться в поле боя. Коренные народы Севера не использовали денег, поэтому стоит говорить об обмене, а не о торговле в нашем понимании современном. Но если кто-то кого-то обманывал, то гости или хозяева северной части Америки тут же хватались за оружие. Ну и вторая цель была, собственно, набеги. Часто чукчи не утруждали себя установлением торговых отношений с эскимосами. Отсюда, кстати говоря, большое недоверие между сторонами. Чтобы обмениваться, нужно что-то отдавать. А куда проще напасть на эскимосов и отобрать у них ценные вещи, женщин, детей? Правда, зачастую в этом случае приходилось кое-что отдавать, а именно жизни. Не все чукчи возвращались из походов, но те, кому удавалось добираться до родных мест, жили потом припеваючи. Еще бы, ведь они возвращались с добычей. Как правило, это было оружие, еда и рабыни. Да, вы не ослышались, у чукчей практиковалось рабовладение. Впрочем, не такое серьезное, как, например, в Штатах или даже на Руси. Я имею в виду крепостное право. Чукчи брали в плен в основном женщин. А что, удобно. Они могли работать, помогать чукотским мужчинам снимать напряжение в часы, когда те отдыхали. Любопытно, что традиция воровать людей у чукчей сохранилась и в советские времена. Хотя, конечно, после революции подобных случаев было очень мало. И если крали не представительниц своего же народа, то за это строго наказывали. Удивительно, чукчи наводили шорох в Америке. В 19 веке в Северной Америке активно заселяли канадцы.
К ним примыкали люди с юга, в частности выходцы из Африки. К тому времени рабство было уже отменено, но это не значит, что темнокожие люди чувствовали себя вольготно на юге. Их продолжали притеснять в нарушении закона. Так вот, чукчи нападали и на канадские племена и поселения. Все с теми же целями – ограбить, взять в плен и так далее. Особой популярностью пользовались у коренных жителей севера темнокожие девушки. Вы спросите, почему? Если сказать просто, то в общем-то это экзотика. Да, немногие чукотские воины видели ранее темнокожих дам. Им было просто интересно сблизиться, так сказать, с афроканатками. Женщин забирали к себе на Чукотку. Там они, как указывает Евгений Рожков, становились, собственно, рабынями. Девушкам с темной кожей приходилось работать, помогать мужчинам в охоте, заниматься бытом и скрашивать воинам досуг. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Чукчи отмечали, что дамы, которые имели африканские корни, были уж очень темпераментными, что нравилось мужчинам-чукчам. Писатель Рожков также писал, что некоторые рабыни выменивали на разные вещи для себя казаки. Это было не слишком сложно. Например, получить женщину темнокожую можно было за медный котелок. С казаками чукчи воевать не осмеливались, их опасались. Но все же привоз темнокожих рабынь на Чукотку не был, видимо, массовым явлением. В противном же случае у нас в этом регионе, как вы понимаете, жило бы очень много людей, смахивающих на африканцев. А такого мы с вами не наблюдаем. Значит, это были локальные случаи. Помимо Америки, воинственные чукчи продолжали наводить шорох и на территории России. Приняв под свое подданство юкагиров, коряков, ивенов и тельменов, Россия должна была обеспечить им защиту от более многочисленных и воинственных чукчи. Между прочим, в походы они выходили порой просто-таки огромной по местным меркам армии. Например, в 1793 году на эскимосов напало чукотское войско в 8000 человек. Защищающая сторона даже отправила в Российский Сенат прошение о защите от чукчи. А Анадырский острог, построенный русскими в 1652 году, подвергался постоянным нападениям со стороны чукчей. В результате это все вылилось в карательный поход майора Павлуцкого 1730-40-х годов. Вплоть до 1760 года на Чукотке шла ожесточенная война. Небольшие стычки с чукчами случались даже в начале 20 века. Ну а затем все-таки бывший воинственный народ окончательно превратился в миролюбивый народ, который мы знаем сегодня. А вы говорите, викинги, викинги. Ага. Чукчи были круче, как по мне. Согласны? И напоследок анекдот про чукчи. Ну как же без этого? Идут, значит, двое чукчи по тайге. Передний придерживает ветку и отпускает. Ветка заднего чукчу хлоп, тот упал и говорит: «Спасибо, что придержал, а то, однако, вообще убило бы». Вот такие они чукчи. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал Bizarre World и большой привет всем жителям Чукотки от Bizarrыща. А у меня на сегодня все, увидимся в следующем выпуске. Всем спасибо, пока-пока, однако.